Для меня это были какие-то недосягаемые люди. Широкие штаны, татуировки у некоторых, обесцвеченные волосы там. У меня сразу раздвинулись представления о человеческих возможностях. Казалось, как будто человек взял и взлетел. Какие-то сверхлюди со сверхспособностями. Я думал, что это вообще нереально. Восторг был просто какой-то непонятный. Я просто смотрел, мне так это все нравилось, все, что они делали. Это меня просто захватило сразу же, мгновенно. Я как будто бы брал на себя эту форму, и мне казалось, что мне это пойдет. По Первому каналу раньше показывали брейк-данс, уроки. То есть сейчас это звучит, наверное, даже как-то фантастически. Ну, не особо проявлял интерес до того момента, пока не увидел вживую брейк, да. Когда уже я понял, что там Серега у меня занимается, вот мой одноклассник, вот я в первый раз увидел как раз и сказал, что, блин, это супер круто, и это то, что я должен научиться обязательно. Сам долго тянул с первой своей тренировкой, потому что хотелось мне как-то уже прийти подготовленным. Все лето я приходил в зал, вставал на одно и то же место и отрабатывал флай, и уже от кроссовок у меня были такие круги резиновые. И это была моя метка, это было мой тренировочное пространство, куда я приходил, вставал и отрабатывал 3 месяца, и в итоге это, в принципе, стало моим коронным элементом. Я пришел, я сразу показал, что я умею делать сальто, стоять на руках, ходить на руках. Этого было достаточно на то время, как я понял. Опять-таки, Серега забрал меня с тренером по футболу, я тогда играл в футбол, вот, и мы вместе двинулись на тренировку по брейку. Макс показал 2 оборота флая, я увидел элемент вживую, который как бы никогда в жизни вообще не видел, только по телеку. Поразился, спустился на этаж ниже и начал тренироваться, чтобы меня никто не видел. Мы начали выступать на городском уровне, в ДК, там, на сцене, на каких-то праздниках. И название «Экшен» я взял с видеокассеты, с лицензионной обложки фильма Джеки Чана. По-моему, он назывался «Первый удар». Там прям вот с торца было написано «Экшен». И я подумал, вот и название нашей команды. И вот мы собрались на битву года в Ялту. Наняли газельку и поехали на газельку в Ялту. На газельке в Ялту. Это было мощно. Ну и вот мы приехали в Ялту, увидели вот этих всех танцоров знаменитых, увидели какие-то новые элементы, увидели уровень вообще, на каком это все проходит, на каком уровне. Это было своего рода таким шагом. Мы с треском провалились, это было дурацкое шоу, вообще мы сделали, даже никуда не попали. Но суть не в этом, то что это была классная поездка, очень много крутых воспоминаний. И была поездка в Стерлитамак. Это было тоже мощно. Мы тоже поехали туда на газельке. И случилась такая штука, что были отборы, и мы в отборах выиграли команду из Салавата. И они подходят в гостинице к нам вечером и говорят: парни, а вы вообще откуда? Мы говорим, вот мы из Менделеевска. Они такие, типа, Менделеевск, что за деревня? Вы типа приехали сюда, на нашу землю. Абсолютно мы вас не знаем, какие-то неизвестные вы ребята, и вы типа нас выиграли. Мы с этим не согласны, мы вам забиваем еще один баттл. У нас там все собрали круг, это типа действие такое официальное. Все бибои опять собрались в круг, типа, и вот у нас перебатловка. Мы сделали их еще жестче, чем в прошлый день, и единогласно выиграли их еще раз, и они с опущенной головой больше не смотрели нам даже в глаза. Я почувствовал мощь нашу. Не важно, что мы из маленького города, что мы вообще имеем вес типа в брейке. Это было знаково.
Да, я начал заниматься довольно-таки поздно, так сказать, в 19 лет. Сколько я себя помню, я всегда был гибкий. Но это было всегда в виде шуток. Там, когда был маленький, там, закинул ногу за голову, сижу, там, телевизор смотрю, еще что-нибудь. Там родители видят, смеются, я раз вторую ногу, в общем, им весело. А потом прошло, можно сказать, 19 лет, прежде чем я понял, что это можно использовать. У нас в институте был КВН, и там был член нашей команды Макс. Как-то, в общем, стало известно, что он танцует брейк-данс. И все попросили его станцевать. Говорят, станцуй брейк-данс, нам что-нибудь покажи такое. И он сделал, и захотелось повторить. Я ему показал такой олдскульный чайр, а он просто взял и с первого раза встал на ньюскульный такой чайр, высоко, нереально круто, я вообще от этого офигел. И я ему сразу сказал, давай так. Займись брейком, через пару лет к нам в команду попадешь, если будешь тренить. Тренер сказал, что видишь, места совсем нету, и не получится записаться, приходи попозже. Я сказал то, что я уже и так вообще давно очень хочу заниматься, и он сказал, давайте сейчас организуем джем, кто выйдет в джем, тот и останется на тренировке. И вот я, чтобы не терять год, не терять время, вышел в этот джем. Все, пошло-поехало. А потом уже через год я впервые выступил с командой Action. Я всегда уважал этих ребят, потому что они были очень всегда простые и с хорошим чувством юмора. Такие вроде серьезные, вроде несерьезные и очень сплоченные, это было всегда видно. Я приехал сюда, в Казань. Приехал сюда заниматься не брейком, а борьбой. И в итоге, так как я уже занимался там какое-то время брейком, мне это нравилось, я начал искать здесь ребят, которые тоже занимаются. Я слышал, что есть здесь братья Гавс, такие знаменитая такая команда. Я пришел в Уникс найти их, потому что я больше не знал, где тренироваться. Без какого-то умысла просто пришел. Мы начали тусить, и уже там... Если, грубо говоря, я пришел, ну, скажем так, в понедельник на тренировку, то в пятницу я уже с ними выступал. Следующий переехал уже в Казань я. Вот. Я переехал по учебе, поступил сюда в КФУ. И уже когда я переехал сюда, здесь Серега, ну, как бы работал с гавсами. Вот. И, соответственно, меня здесь уже ждали, как чела, который может усилить команду. Вот. И мы стали здесь с ним вместе. Фара, он изначально жил в Казани, поэтому... Я начал работать с гавсами. Хотел подняться, зарабатывать деньги именно любимым делом в Казани. И это вообще отлично получилось. Мы друг другу способствовали. Как бы Фархад был потенциальный, ну и для коммерческого проекта нужны были крутящиеся, вертящиеся люди. Я закончил институт, и я понимаю, что мне в Менделеевске тесно тоже, и мне нужно двигаться дальше. Я собираю небольшой рюкзачок, говорю маме о том, что я поехал в Казань на соревнования, на тусовку по брейку, а у самого в голове созрел план уже переезда в Казань. И потом я приехал и сразу же ворвался в коммерческую работу с командой под названием «Братья Гавс». Тогда там рулил менеджером был Кошара Инель. Вот. Насколько я помню, он очень скептично ко мне отнесся, но вот каким-то своим таким порывом я все-таки стал с ними работать. В то время ребята уже хорошо танцевали, а я танцевал плохо в это время, и поэтому меня выпускали либо в начале, либо вообще не выпускали. Я просто стоял, качал. Давайте, парни, вперед. Вот так это было. Это еще больше стимулировало, чтобы научиться чему-то быстрее, 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 потому что ребята уже умели намного больше, чем я. И вот мы начали вчетвером двигаться. Инель был как менеджер в нашем коллективе, он был взрослый. Синхронное шоу ставили мы, а всю коммерческую составляющую поставил Инель.
Была, конечно, такая история, что я с ним поругался. Он лидер, я лидер, мы столкнулись характерами. Он меня отстранил от коммерческой работы, зарабатывания денег на какое-то время. Я, естественно, такой амбициозный молодой человек, там со своими амбициями в голове. Я сказал, ладно, я сам справлюсь. И мы начали развивать именно на коммерческом таком поприще. Вот Action Man начали продвигать. И тихо-тихо Инель как-то подслился, короче, с этой всей движухи. Мои родители относились к этому скептически. Для них это было, ну, увлекается парень, увлекается, ну, что такого. Институт закончит, пойдет работать, как нормальные люди. Они не верили никогда, что этим можно будет зарабатывать. Поверили только в тот момент, когда увидели по телевизору. Вот для них это был щелчок. Пам. Экспериментальный брейкданс – изюминка нового выступления. Для того, чтобы так двигаться, Руслан Шайхутдинов больше полугода ел только сырую пищу и почти месяц пил лишь воду. За это время молодой человек сильно исхудал, но чувствует себя отлично, признается танцор. Я голодал, 28 дней не ел, экспериментировал, прекрасно себя чувствую, легко. Проект «Большие танцы». Все началось как-то очень странно. В Казани никто не верит, что команда из Казани может выиграть этот проект. Я в итоге говорю, что мы можем реально выиграть. Вот, и предлагаю Руслана Жидкого. Подошли, я просто вижу там столько танцоров, парни, девушки, все общаются, веселятся. И в итоге мы приходим на репетицию, мы с Русликом делаем какой-то общий блок. Там все вскрываются от этого, и мы в итоге едем еще на 3-й тур. Свежая кровь, новые люди, мы опять там взрываем. В итоге мы выходим в финал. К финалу я тоже заболел, в общем, у меня была температура, когда делал этот номер, когда мы делали, я просто думаю, как бы быстрее отсюда сбежать, так плохо было. Мой уже, я не знаю, любимчик, человек-пластилин, где ты? Ты просто... Ты очень крутой. Ну, Руслика там действительно, он очень яркий был, и то есть его узнают до сих пор. Мы выходим в финал, и в итоге в финале благополучно побеждаем в этом проекте. Это было крутое ощущение. Победители больших танцев. Начинают звонить и говорить, ой, это же вы в больших танцах выступали, да, и пошло-поехало. Мы в итоге словили неплохой хайп. Я очень был рад за ребят, потому что я видел в них, что вот у них уже появился вот этот внутренний огонь, который уже не сломить. Все это время мы наблюдали за развитием молодых ребят из Менделеевска. Это Тимур, B-Boy Team Plus, и Назип, B-Boy Zip-Rock. У них была на то время своя команда The Funkit Crew. Они были достаточно крутые. И мы начали вместе общаться, тусить. Через полгода после того, как я занимался брейкдансом, я уже понял, что брейкданс это все на всю жизнь как бы для меня. Потому что, говорю, любовь с первого взгляда, в общем, была. Таки настал тот период, когда приходило понимание того, что мы навряд ли сможем развиваться за фанкитами. И мы с Зипчиком решили, что поедем на тусу. Туса в Перми называется «Все стили в силе». И на тот момент команда Action Man Crew как раз-таки тоже поехала туда. Мне было негде жить, я тогда из общаги перешел к экшенам домой и остался у них жить. И с тех пор я попал в команду. Меня никто в команду не брал, я просто как-то в ней оказался и все, короче. Мы просто поговорили, как будто чувствовался тот момент, что и они, и мы не против потанцевать вместе. Как говорится, корпорация Action Man поглотила маленькие вот эти фирмы, и они стали частью нашей корпорации. Мы что-то в один момент как-то где-то, поняли, что можно делать твисты с петардами. Пустили мульку на это заказчикам. Это дало большой резонанс, всем понравилось.
И все, и как бы шоу стало покупаться очень сильно. На кроссовки петарды ставили, крутились с петардами. Там мы полный трэш устраивали на то время. И у нас было много-много работы. И в итоге произошло такое событие, если многие помнят, это «Хромая лошадь» в Перми. Клуб сгорел, где тоже было фаер-шоу, видимо. И все, и нашему прекрасному шоу настал конец. То есть в один момент просто как отрубило, работы просто не стало. Решили двигаться дальше, готовить какое-то новое шоу, которое стало еще круче, то есть, чем даже этот Fire. Таким венцом в коммерческом плане у нас стал номер «Танцующие официанты». Мы придумали его случайно, просто на одном из выходов где-то мы увидели, то есть мы посмотрели на официантов и начали шутить, а почему бы нам не одеть жилетки, не попробовать выйти как официанты. И мы взяли это и сделали просто. Мы вышли как официанты, попросили диджейку включить музыку в неожиданный момент, так и получилось, номер просто зашел на ура, и в итоге потихоньку сложилась какая-то схема этого номера, и этот номер раскрутился и стал бестселлером, мы заработали на нем кучу бабла. Я в очередной раз скажу на камеру, это наше детище, то есть до нас не было ни танцующих официантов, ни поющих официантов, ни танцующих кальянщиков. И этот номер сейчас делает вся Россия. Вообще примерно по такой же схеме. Мы уже там на банкете стоим, нам уже подмигивают, говорят, там, официант, можно там вас? Подхожу, да, будете танцевать уже, гости. Ну, это все знают, но все равно на ура заходит до сих пор актуальный номер. Это наше детище и большое вложение в брейк для того, чтобы люди понимали, что они могут и зарабатывать деньги еще этим. А татарский наш номер, да, он любимее даже, чем официанты. Мы попали в точку, попали в десятку этим номером, потому что Казань придерживается такого курса, что у нас две религии уживаются в одном месте, две нации. Мы поняли, что мы можем сделать продукт, который людям нравится, вот, который люди оценят. И они говорят тебе о том, что вы, пацаны, вообще просто зажгли сейчас зал. Вы подняли их со своей потной попы, они начали активничать, там друг с другом зажигать и танцевать. Вот это очень круто. Это же тоже любимое дело. То, что коммерция, это коммерция, но это же тоже творчество. Сколько бы мы ни выступали, мы делаем это от души, мы кайфуем от этого. И разница только в деньгах. На данный момент Руслик, Назип и Саня – это самые актуальные бибои из нашей команды. В 2013 году Руслик с Саней выиграли чемпионат Европы в Германии, и потом уже Назип с Саней поехали в 2015 году на R16 в Корее. 10 чемпионатов мира есть. Вот R16 один из 10 чемпионатов мира. До 2015 года его никто из русских вообще не выиграл ни разу. Фестиваль, в принципе, ну, просто чемпионат мира по брейкдансу, как бы. Не фестиваль, не туз, а чемпионат мира, в общем. И в Корее мы за 2 дня сделали шоу и заняли даже 2-е место по шоу. Я подумал в тот момент о том, что вот это шоу-визитка, это вообще не самое важное, зачем мы сюда приехали. Самое важное — это выиграть баттлы. И получается, китайцев мы выиграли 5-0. Потом мы попались с голландцами, а в финале мы бились с американцами. Это, считай, люди, которые придумали этот танец. Там был такой замут, то что чуваки с нашей команды, тоже со сборной, ходили после финала и говорили, то, что все, мы проиграли. Чуть ли не в сухую, в общем. И мы уже все поверили, ушли за кулисы, я уже все тоже поверил, что все, я проиграл. А потом мы выходим на сцену и... Такие победы, они нужны, ради таких побед вообще живем. То есть у каждого просто своя планка, но к таким победам надо стремиться. Да? И хотелось бы, конечно, выиграть какой-то мировой турнир команды, к чему мы, конечно, и двигаемся.
что не дает распасться команде? Наверное, дружба. Без дружбы команды не существует. Если нету дружбы в команде, то это корыстный союз, что ли. В любом случае, любая трена, каждый из моей команды меня вдохновляет. Потому что каждый разный. Да, конечно, были, бывают и будут еще тысячи моментов, когда все будет настолько в напряжении, что сложится ощущение, что вот оно, вот этот конец. Но это все пройдет, это все проходит, потому что все идет волнами, да, и всегда надо знать то, что после какого-то упадка начнется сразу подъем. И вот эти упадки, на самом деле, которые были как бы переломными, это на самом деле были просто отличные пинки. Такие моменты, когда наступали, каждый понимал, куда нужно сделать шаг, в какую сторону. И все делали шаг навстречу друг другу. И за счет этого команда держалась. У нас есть такая небольшая вера в это, командная, что мы верим в то, что все люди, которые приходят в нашу жизнь, и все люди, которые в нашей команде, это не просто стечение каких-то обстоятельств, это что-то большее. Не получится с другими так двигаться, как с этими ребятами. Может быть, раньше такое было, что мы друг на друга как-то ругались, но сейчас такого нет, потому что все взрослые уже и все понимают. То, что мы в Казани сильная команда, которая представляет лицо Казани, лицо Татарстана, и мы не должны упасть в грязь лицом. Мы как бы уроженцы маленького города, и, наверное, мы не искушены вот этой вот столичной жизнью, где как бы в приоритете стоят какие-то материальные ценности. У нас были всегда духовные ценности. Я вот с детства помню, что там, если у кого-то есть в кармане жвачка, то мы ее обязательно поделим на всех, даже если это какая-нибудь маленькая подушечка Орбит, да, там и нас 5 человек. Я вижу в этом дальнейший путь. Я, короче, не собираюсь сливаться с брейка, я буду постоянно прокачивать. И в 40 будем танцевать, но не так лихо. Все равно будем танцевать. Я вообще верю, что мы сможем этим заниматься и в старости, и причем заниматься на таком уровне, ну, где я прям старость имею в виду седину, преклонный возраст, и на таком уровне, что мы будем делать и твисты, и крутиться на голове, и удивлять. То есть то, где мы сейчас, это только начало. К тому же есть еще околотанцевальная деятельность, организаторство, мастер-классы, семинары. Можно пустить энергию в любое из этих русел, связанное с танцами. То есть, ну, видите, что такое брейкинг? Это же не просто сила и какая-то пластика. Это в первую очередь твой ум, как работает твой ум. Бывают моменты в жизни, когда просто интерес к этому пропадает. Это уголек гаснет этот. Но мы же понимаем, если в костер не подкидывать дров, он потухнет и ничего не будет. Не только брейк должен тебя заряжать, но ты должен тоже заряжать брейк, чтобы вот этот костер горел. А как заряжать? Нужно прийти на тренировку и начать что-то делать. Иногда этого тоже мало. Ты должен сделать следующее, ты должен в следующий раз прийти на тренировку. И так до тех пор, пока этот костер не разгорится снова. А зачем это делать? А зачем люди живут тогда? Я считаю, что легендарность нашей команды в перспективе в том, если мы до своих последних дней будем этим заниматься. Пройти весь этот путь от начала и до конца с достоинством и с любовью к делу. И тут кто-то в микрофон говорит: встречаем наши гости, команда Action Man Crew. И мы выходим, такие 50-летние старички, и делаем какое-то шоу.